Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Скажите, а вам нравится рассматривать оптические иллюзии, когда в глаза разбегаются? Ну, буквально разбегаются. А сегодня мы будем такое шить. Мы трезвые. Идея не моя, увидела у замечательной рукодельницы Ларисы. Канал «Бесконечно захватывающий быт». Ссылку оставлю в описании под роликом. Для работы возьмем 4 квадрата контрастных цветов. Темное, светлое, размером 30 на 30 сантиметров. Нарисуем диагональ. Соединим попарно и заколем булавочками. Дорогие мои девочки, сами видите, какие красивые ткани сегодня в работе. Недавно я зашла в обычный магазин. У меня закончились ткани с мелким рисунком на красном фоне. Смотрите, вот я специально сфотографировала ценник в магазине. Я на это посмотрела, развернулась и пошла в интернет-магазин к своему любимому Васильку. Там цены более привлекательные и выбор не в пример больше. А еще всем моим подписчикам по промокоду POLY10 можно получить скидку 10% на ткани на отрез. Сами понимаете, сейчас лето, всем моим домашним захотелось обновок. Но больше всего мне понравился подарок для брата. У него сейчас ремонт, и рабочие перчатки как раз нужны. А футболка для него самая модная, с брызгами красок. Главное не забыть, что эти брызги не просто так, а гениальное дизайнерское решение. А то хозяйка при стирке расстраиваться будет, что пятна краски не отстирались. Ну и, как водится, себе присмотрела новые ткани. Запас карман не тянет. Строчку будем прокладывать по обе стороны от диагоналей. От качества строчки будет зависеть качество всего изделия. Длину стежка делаем маленькой. Строчка должна быть плотной и крепкой. В этом блоке будем много резать, и станет обидно, если детали расползутся. Закрепки делаем обязательно. Цвет ниток возьмем нейтральный. Учимся шить экономно и быстро. Отшили одну деталь, нитки не обрываем, переходим к следующей. Детали проутюживаем, а потом у отшитых деталей отрезаем торчащие уголочки в местах швов и разрезаем их по диагонали между швами. Разворачиваем детали правильно. Светлая часть внизу, темная сверху. При таком способе все припуски на швы остаются на темной стороне, и на светлой ничего не просвечивает. Из двух больших квадратов 30 на 30 сантиметров получаются два двухцветных квадрата размером 28 на 28 сантиметров. Попробуем поработать с таким разворотом квадратов. Для удобства работы с правой стороны, с края, нарисуем вспомогательную линию. Она нужна просто, как ориентир, чтобы потом не заблудиться и не запутаться. Расчертим наши детали на полоски шириной 4 сантиметра, а потом разрежем. У нас получится 7 полосок. Ну а теперь начнем выстраивать рисунок. Я решила, что во всех блоках начинать будем с бирюзовой полоски. Расположим ее внизу. А с правой стороны наш ориентир, нарисованная линия. Полоски складываем попарно и прошиваем. Дошили до конца, переходим на кусочек вспомогательной ткани. Отшитые детали разворачиваем,
Тщательно расправляем швы ногтем и присоединяем следующую деталь. Я очень тщательно все показываю, рассказываю и раскрываю все секреты. Недавно с большим удивлением узнала, что все эти хитрости пошива люди изучают на платных курсах. И уверяю, что там с большим вниманием ловят каждое слово преподавателя, и никому даже в голову не придет критиковать голос мастера. Полученную заготовку надо тщательно отпарить, отутюжить. Утюгом старайтесь работать аккуратно, чтобы ничего не деформировать. Портной гадит, утюг гладит. Главное не перепутать. Размер получился 28 на 36 сантиметров. В такой технике можно нашить еще заготовки, но только попробовать немного по-другому расположить детали. Получаются очень интересные цветовые эффекты. Можно немного поиграть с раскладкой, попробовать покрутить заготовки. Показываю вам разные примеры. Честно говоря, их так много, что у меня глаза просто разбежались. Смотрите и думайте сами. Куда использовать, я еще не знаю, но обязательно придумаю. А вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте классы, пишите комментарии. Но это еще не все. Присоединяйтесь ко мне на платформе Яндекс.Дзен. Там сейчас тоже много интересного. Пишу веселые статьи и мастер-классы в формате статей. Это когда пошагово объясняю весь процесс и сопровождаю текст картинками, фотографиями. Знаю, что многим так удобнее воспринимать информацию. Конечно же, жду вас в Одноклассниках и ВКонтакте. Там вы можете выкладывать фотографии своих работ, а также запастись вдохновением, просмотрев фотоальбомы со схемами лоскутного шитья и работами других мастериц. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!